Я готова ответить на ваши вопросы. Неужели нет? Да, пожалуйста. Добрый день, корейская телерадиовещательная компания. Уточняющий вопрос по поводу визита министра иностранных дел КНДР в Москву. Есть ли информация, запланирована ли встреча министра иностранных дел КНДР с президентом Путиным в присутствии Сергея Лаврова? Спасибо. Вы знаете, и в присутствии, и не в присутствии проходящие с участием президента встречи комментируются пресс-службой президента или администрацией президента с соответствующими ее представителями. Мы пока с вами тут Жюль Верна читали. Пришло сообщение, я всегда все перепроверяю, и я надеюсь, что это соответствует действительности, но мы обязательно перепроверим. МИД Великобритании удалил из своего микроблога в Твиттере сообщение, что вещество, которым отравляли Сергея Скрипаля, было произведено в России. Сильно, правда? Вот вся цена вот этому всему удаления твитов, а на основе этого вообще-то премьер-министр выступала в парламенте. Просто я не знаю, как это, честно говоря, даже я вот сегодня найду это выражение, но, знаете, это, я имею в виду перевод на английский, но просто наперсточники, вот натуральные. Сейчас опубликовали твит, потом его сделали 1 миллион ретвитов, сейчас прошло время, его удалили. Начнутся потом, что и вы не так поняли, на самом деле, мы же говорили highly likely, высокая вероятность, это говорило о том, что это не прямые обвинения, что мы сами хотели выяснить, но Россия не хотела с нами сотрудничать, и все не так поняли. Вот цена всему этому страшному спектаклю. А на самом деле 2 человека, еще раз говорю, как нам говорят, в тяжелейшем состоянии. И угроза того, что химическое вещество, имеющее боевые характеристики, было распространено на территории европейского государства, которое является членом соответствующих структур по запрещению химического оружия. Вот и все. А вот цена всем этим историям. Еще раз говорю, я перепроверю обязательно, удалили или нет, но это распространено информационными агентствами, поэтому я думаю, что высока вероятность, что это правда, но перепроверим и обязательно еще раз переподтвердим это. Да, пожалуйста. Хайри Лейкли. Международное информационное агентство Newsfront, болгарская редакция. Уважаемая Мария Владимировна, во-первых, спасибо за ваш комментарий по расследованию. И, во-вторых, вопрос тоже связан по теме дела Скрипаля. Можно ли сказать, то есть, что сейчас США старается сделать такую провокацию о беспрецедентной высылке российских дипломатов, то есть пытается ли США таким образом исключить технически Россию из Совета Безопасности? Нет, здесь провокация не с высылкой дипломатов. Провокация мы рассматриваем в качестве провокации, хотя мы уже исходим из того, что, еще раз говорю, если подтвердится, если у нас наконец-то окажутся материалы, которые подтверждают и критическое состояние Скрипалей, и то, что на них была совершена атака, и то, что это было вот то средство, о котором говорят, если это все подтвердится, то мы исходим из того, что это просто террористическое нападение. Об этом говорили ранее представители российского внешнеполитического ведомства. Вот это все носит и имеет характер провокации. А высылка дипломатов – это продолжение, которое было необходимо для придания этому всему некого правового оттенка, для легитимизации обвинений России. Нет конкретных данных, то есть Лондон их все засекретил. Нет никаких материалов, никто не хочет делиться никакой информацией, я имею в виду официальные структуры Великобритании. Каким образом нужно, в том числе и в историю,
и в мировую историю записать это дело, так сказать, на совесть России. Каким образом можно это сделать? Именно продемонстрировав некую солидарность, единство мирового сообщества и наказав Россию путем высылки ее сотрудников дипломатических представительств. Вот эти диаграммы, которые каждый раз Великобритания подверстывает к своим новым и новым обвинениям в адрес России, вы же видите, так называемое дело Лизы, так называемая хакерская атака там, на какое-то учреждение, вот и дело Скрипаля они точно так же будут подверстывать. А когда журналисты, эксперты будущих поколений будут интересоваться, а что же стоит за этим делом, какова доказательная база. Им будут говорить, ну как же, столько стран поддержали, они же не могут ошибаться. А это при том, что страны действовали исходя из блоковой дисциплины проведения единого курса. Это несмотря на то, что все дискуссии, которые проводились в рамках саммита ЕС по данному вопросу, носили закрытый характер. И после того, как они состоялись и было озвучено некое единое мнение Евросоюза, оказалось, что целый ряд стран задавали очень неудобные вопросы представителям Великобритании. И это при том, что даже несмотря на блоковую дисциплину, которая есть и в ЕС, и в НАТО, целый ряд государств максимально пытался не пойти на поводу. Именно поэтому высылка дипломата и решение о высылке российских дипломатов растянулось на несколько дней. Это решение принималось каждой страной под давлением Лондона и Вашингтона. И поэтому меры были озвучены разные, и разные они были проведены в исполнение по времени, это разные были дни. И помимо всего прочего, разнятся данные по принятому решению. Сначала заявляли некоторые страны об одном решении, потом его меняли, потому что с ними со всеми работали вручную. Но эти же детали только здесь и сейчас мы помним. Потом они будут стираться, потом они лягут в основу вот такой вот простенькой диаграммы, простенькой презентации из 6 страниц, на которых первым кадром является заголовок. И все будут знать, что Россия виновна еще и в деле Скрипалей. Вот и все. Поэтому это, я имею в виду высылка дипломатов, это необходимая Западу, Лондону легитимизация их обвинений России. Да, пожалуйста. Японская телекомпания ТВ Асахи. Мария Владимировна, вот Ким Чен Ын уже встретился недавно с лидером Китая, скоро встретится с лидером Южной Кореи, лидером США. А вот наша телекомпания волнуется, а он планирует вообще приехать в Россию? И потому что иначе Россия может вообще остаться за бортом вот урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Странно, что японская компания волнуется о визите северокорейского лидера в Российскую Федерацию. А о визите северокорейского лидера, например, в Японию ваша компания не волнуется? Это во-первых. Во-вторых, мы поддерживаем очень плотный контакт со всеми сторонами. И сегодня я анонсировала контакт на уровне внешнеполитических ведомств между Россией и КНДР. Но вы вообще не волнуйтесь, все хорошо. Да, пожалуйста. Информагентство «Вестник Кавказа». Завтра исполняется 2 года со дня установления нового перемирия и нового статус-кво в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Как МИД оценивает прогресс в Нагорно-Карабахском регулировании за эти 2 года и перспективы выхода на итоговое решение проблемы Карабаха? Мы регулярно вам об этом рассказываем. Я уточню у экспертов последнее развитие событий. И вам обязательно на следующем брифинге дам подробную информацию. Да, пожалуйста. Телеканал «Царьград». Касательно встречи Дональда Трампа с лидерами 3 прибалтийских республик. На этой встрече Трамп дал заверение о поставках вооружений этим республикам в размере свыше $100 миллионов. Как вы это прокомментируете? И дополнительный вопрос, тоже связанный с этой темой. Почему Трамп встречается одновременно с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии? Это связано с плотным графиком Трампа или демонстрирует наличие каких-то вассальных отношений между Прибалтикой и США? Ну, я вам могу только одно сказать, что можно сказать? Бизнесмен все продает.
А что касается поставки вооружений и глобальной безопасности, так Соединенные Штаты далеко. Это же европейский континент. И за деньги европейцев поставляется оружие, так сказать, американского производства. Америка получает выгоды и деньги. А что получают европейцы? Оружие? Для чего? С одной стороны, поставляется оружие, а с другой стороны, постоянно сталкиваются, в частности, европейские страны. К чему это может привести? История по-разному отвечает на этот вопрос. Да, пожалуйста. Nathan Hodge, CNN. Мария Владимировна, вопрос по поводу Facebook. После того, как Facebook удалил страниц так называемых фабрики тролли, готово ли Министерство иностранных дел на зеркальный ответ? Или лично вы? Вы знаете, мы тему блокировки аккаунтов средств массовой информации, российских средств массовой информации, мы безусловно обсудим в межведомственном формате, потому что это касается не только Министерства иностранных дел Российской Федерации, но и других наших специализированных структур. Это раз. Во-вторых, мы, безусловно, направим соответствующие письма, в частности, в ОБСЕ и в другие структуры. Это два. Мы, в-третьих, ожидаем реакции официальной на эту ситуацию со стороны американских властей. Потому что нашим контрпартнером являются американские власти. Мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента. Вот когда весь этот и другие шаги будут предприняты, и мы изучим соответствующие заявления, оценки и комментарии, которые будут даны, тогда будут приниматься соответствующие решения. Мы хотим понять сами, например, представители Госдепартамента и других американских структур, как оценивают блокировку в американской социальной сети российских средств массовой информации. Нам нужна в том числе и официальная реакция. Поэтому будет все это анализироваться, дальше будем соответствующие решения принимать. Но сделаем это обязательно публично. Да, пожалуйста. Алек Лун, газета «Телеграф». Скажите, пожалуйста, по поводу сегодняшнего заседания Организации по запрещению химических оружий. Вчера президент Путин сказал, что у России есть 20 вопросов, которые хочет давать на этом заседании. Можете сказать, какие именно вопросы вы хотите задавать и чего именно хотите добиться на этом заседании? Мы их опубликовали на сайте. Вы не видели? Вы не видели? Есть сайт в интернете, называется mid.ru. Это официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. Нас сейчас там показывают, наш брифинг там транслируется. Мы там часто публикуем интересные материалы по внешней политике, международным отношениям. И буквально пару дней назад мы опубликовали, мне кажется, это было даже в субботу, воскресенье, опубликовали там список вопросов, которые у нас есть к Великобритании, Франции, Германии и ОЗХО. Они все доступны. Так, это первый 13 вопросов был, а теперь вчера вечером говорили про новые 20 вопросов. В совокупности большое количество вопросов. У нас к разным странам, и не только к странам, но к ОЗХО тоже есть вопросы. Вот до брифинга я уточняла, мне сказали, что по линии ОЗХО ответы уже получены, но их предстоит проанализировать, потому что сегодня идет спецсессия, когда она закончится. Кстати, мы исходим из того, что запланировано общение нашего постоянного представителя при ОЗХО с прессой, и либо он, либо мы достаточно оперативно проинформируем вас о полученных от ОЗХО ответах. От остальных стран пока ничего. Вот. Поэтому там вопросов больше. Если брать в совокупности, то это больше вопросов. Это и не 13, и не 20, там много вопросов. Но чего хочет Россия добиться на этом заседании сегодня? В двух словах. В двух словах, сейчас я попытаюсь, дело непростое.
Правды и истины. 3. Правда, запятая, истины. Все. Есть ли еще вопрос, пожалуйста? Борис, ну просто как-то... Спасибо, Мария Владимировна. По поводу подворья, пускай волнуется Черное море, мы не волнуемся. И даже если территории отберут, болгары всегда готовы простить, так как у Болгарии доброй души. Это первое. И второе, у нас очень много вопросов поступают от наших читателей по поводу виз между Болгарией и Россией. Так как здесь очень много болгар, вы окружены болгарами, начиная от Крыма до Волжской Болгарии, нынешний Татарстан. Вы можете ли сделать так, чтобы убрать визы для болгарских граждан сюда, в России? Мне кажется, это вопрос двусторонних договоренностей. Это вопрос, который лежит в сфере ответственности соответствующих ведомств двух стран. В одностороннем порядке вы можете такое сделать? Вы же уже стали специалистом в международных отношениях, посещая наши брифинги. Вы же прекрасно понимаете, что этот вопрос, который решается не одним человеком, не волей даже одного руководителя, это вопрос, который обсуждается между странами, исходя из их обязательств и так далее, исходя, безусловно, из юридической стороны этого вопроса. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Издание Daily Storm. Хотелось бы уточнить, есть ли какие-либо обсуждения по поводу использования трехстороннего формата Россия, Иран, Турция не только в решении вопросов в Сирии, но и каких-либо вопросов сотрудничества? Ну, мы ведем сотрудничество с Ираном и с Турцией на двусторонней основе. Этот формат просто предполагает взаимодействие по сирийскому регулированию в связи с и остротой момента, и той ролью, которую каждая страна играет в этой проблематике. Если будет признано и целесообразным, и необходимым использовать его для каких-то дополнительных, для решения дополнительных вопросов, я думаю, что ничего не мешает, но это вопрос, опять же, соответствующих договоренностей между сторонами. Спасибо. Да, пожалуйста. Мне кажется, что, вы знаете, здесь нужно сегодня будет и уже происходит развитие событий непосредственно в этом формате. Речь идет о встрече в верхах, поэтому в первую очередь информацию мы давайте оттуда дождемся. И эта информация точно первичным будет. Да, пожалуйста. Антон Мордасов, news.ru. Два вопроса по Сирии. Вот о выезде непримиримых отрядов из Думы в Джараблус. То есть означает ли это, что зона деэскалации в Восточной Гуте продолжит свое функционирование и что часть отрядов Джейш-эль-Ислам останется в Думе? Ну и местный совет, соответственно. Это вопрос к военным экспертам. Что касается непосредственно ситуации на земле, это к военным экспертам. Второй вопрос по Йемену. Угу. После смерти Салиха российские представители часто подчеркивали о том, что внутрийеменский конфликт, его урегулирование, в общем, осложнилось. Были встречи с сыном Салиха, и Сергей Лавров говорил о том, что хуситы радикализуются. В общем, означает это, что в данный момент Москва работает более тесно с правительством Хади? Мы поддерживаем отношения со всеми вовлеченными во внутрийеменское урегулирование, не только внутрийеменское, но и исходя из той международной обстановки, которая возникла вокруг Йемена, с сторонами очень плотный контакт. Тема находится в сфере пристального внимания экспертов, которые занимаются проблематикой Ближнего Востока и Северной Африки. Я могу дополнительно вас, так сказать, проинформировать на этот счет более глубоко, наверное, на следующий брифинг. Но еще раз говорю, что поддерживаем очень плотный контакт. Вы, наверное, следите, опять же, за нашим сайтом, который призван, я имею в виду эти контакты, они призваны все-таки выводить ситуацию из того тупика, в которой она оказалась. Но дополнительную информацию мы предоставим.